Всем очередной привет! В этом видео я хочу вам рассказать про Васильевский остров, показать несколько проектов, которые здесь строятся. Один уже на стадии завершения, другой у нас в процессе строительства. Там есть интересные варианты. И вообще хочу вам рассказать, что такое Васильевский остров, потому что мне кажется, что он супер недооценен. И вообще в ближайшие лет 10 для меня несколько локаций, которые будут раскрываться для вас вновь и вновь. Это Васильевский остров. И вторая локация, я вам о ней обязательно расскажу. Но чуть позже это пусть останется секретом, потому что эту локацию я хочу раскрывать, мне кажется, даже не в одном видео. Это Васильевский остров. Обязательно смотрите этот влог. Мне кажется, что я постараюсь в нем рассказать про Ваську какие-нибудь интересные моменты. Как здесь отдыхают, что здесь строится, кто здесь вообще живет, кто эти люди, кому нравится Васильевский остров. Они среди нас. Это мы с вами, может быть, это вы. И может быть, вы будущий житель Васильевского острова. Поехали! Я перехожу дорогу к набережной, чтобы с этой точки показать вам, какие здесь открываются виды. Сегодня, конечно, тепло, лето, это самое классное время года для показа локаций у воды. Конечно, зимой есть свои нюансы. Но как вот вы видите, напротив Адмиралтейские верфи, и пока я не рассказала вам супер крутую информацию по поводу вот этого места, что с ним будет вообще, вот совсем. Посмотрите, там название Адмиралтейские верфи. И, конечно, вот эта часть многих смущала, потому что мы сейчас пойдем смотреть, как там строят Империал, вон там. И, конечно, многих вот это соседство напротив, да, с верфями, шумно, некомфортно, смущало многих при покупке квартиры. И что вы думаете, теперь здесь вся вот эта часть, весь этот кусок подлежит реконструкции. Здесь будет и концертный зал, и я вам сейчас приложу, как это все будет выглядеть. Я просто в шоке от того, насколько все может поменяться в нашем городе в лучшую сторону. И вот такое маленькое, да какое маленькое, посмотрите, какой огромный участок. Это на самом деле это огромное будет реставрация, мне кажется, лет на 5 на той стороне. Что будет там, я просто, друзья, я так хочу снять этот влог, погулять там вообще по улицам, рассказать вообще, что там произошло. Там столько изменений сейчас в районе Коломны. Ладно, сделаю вам такую подсказочку, что в следующий раз мы будем с вами смотреть Коломну и вообще все, что там происходит. Мне хочется вам показать, походить вообще по всяким разным маленьким улочкам, чтобы вы не только представляли, что это Коломна, какая-то маргинальная земля, на которой нельзя вообще появляться, потому что уйдешь без сумки и личных вещей. Мы на берегу Невы. Я обожаю это место. Там еще набережная, можно спуститься, вот там сзади меня. И, конечно, вот эта картинка просто, друзья, Благовещенский мост, Исаакиевский собор. Вау! Просто любовь. Вот в этом во всем есть наш Санкт-Петербург. И входить сюда, гуляя из своего дома и прогуливаясь по набережной, лето, все скажут, ну сколько времени у нас лето, камон, сколько месяцев у нас лето? 2? Я не говорю про календарное время, а про погодные условия, когда комфортно здесь гулять. Друзья, а сколько месяцев в году здесь находитесь в городе, в Петербурге? В целом году кто-то куда-то уезжает, в Москву, какие-то поездки. Но в Питере все любят находиться летом здесь, потому что, это грех просто здесь находиться. Это самое лучшее время для того, чтобы наслаждаться нашим городом. Мы не можем выйти к воде зимой. Это
Очень холодно, мокро, прям мы все такие сразу депрессивные и не любим гулять, наслаждаться, так скажем, ветром. Поэтому летом наше время. В наше время все сюда приезжают, все хотят сразу в Питер, ходить по музеям, гулять. Это, мне кажется, что многим сейчас в отсутствии частых путешествий в Европу Питер заменил, да, ну не знаю, ну какой, да любой, мне кажется, один из любых городов Европы известных. Петербург может заменить. Смотрите, как я одета, как прекрасно развиваются мои волосы, какое наслаждение. А сколько людей можно встретить на Васильевском острове разных. Еще одна особенность нашего города – это люди. Все любят над нами потрунивать, что мы супердепрессивные, что мы какие-то вообще меланхоличные, себе на уме. Пусть так думают, знаете, мы и не против. Пусть думают о нас все, что хотят. А мы будем наслаждаться этим городом, тихонько обмениваться улыбками, доброжелательностью. Мы, мне кажется, самые открытые, самые чувственные, самые эмпатичные. Это все. Я сейчас подъезжаю к Империал. Это жилой комплекс от Settle City. Я хочу вам показать сейчас на какой стадии. Там 2027 год срок сдачи, но у меня почему-то есть ощущение, что сдадут его раньше. Там высокая стадия строительства, но проект очень сложный. Это архитектурное бюро студии 44. Вы смотрите, подъезжаю. Очень трудный проект со скатными кровлями, с очень необычными квартирами. Я очень рада, что здесь архитектурное бюро подключилось. И за мной ледопол красен. И тут же сразу, получается, жилой комплекс строится. Видно, красен, ну, очень близко. Я бы сказала, даже неприлично близко. Я пытаюсь просто оценить сейчас. Мне кажется, что вот прям соседство такое близкое очень. Я бы рассматривала, наверное, подальше. Он идет так каскадом, туда вглубь. Смотрите, стадия строительства высокая. И уже начали примерять фасад. Что я вижу? Смотрите за деревьями. Вот здесь уже примерка фасада идет. Ну, хороший будет проект. Вообще нисколько не похожий на все сеттлерские дома. Мне, повторюсь, приятно было, что это все-таки архитектурное бюро, студия 44. Вот там какие, смотрите, красивые квартиры на высоком этаже. Все окна просто куда еще в пол, я не знаю. Тут панорамное остекление. Сейчас проедем еще тогда по каналу вот с той стороны и покажу вам, как реставрировали канатный цех, да, проект реставрации канатного цеха. Посмотрим как раз там за углом, как он уже выглядит. Я вам в телеграм-канале публиковала. Еще немного по карте. Мы сейчас с вами находимся прямо на набережной лейтенанта Шмидта. И здесь когда-то все было, промка все заканчивалось. Теперь здесь строят Империал. А прямо перед нами, вот, получается, по 20-й, какая у нас там, 22-я, 23-я линия, прям в конце уже скоро откроется метро Горные степи. Я просто хочу как-то показать вам, как это было более понятно и наглядно. Но мне кажется, что пока видно только меня. Ага. Нет, так мы не будем тогда показывать. Будем показывать карту. Вот, и получается, что это 22-я, 23-я линия Васильевского острова, и там уже скоро будет метро. Вот здесь сейчас появится карта, где будет метро и где я вот нахожусь. Потому что это уже конец Васильевского острова. И те, кто давно здесь не был, обязательно приезжать и смотреть, как все меняется. Ну, была здесь промка. Ну, промка просто.
прям конец Васильевского острова и ничего, и одна развалина. Кажется, что вот эти виды были же и здесь, вот такие же. Вот просто ты смотришь и ничего не понимаешь, будто одни гаражи, громко, стройка, заводы, громко, ужасный воздух, и все, ну как здесь жить? А сейчас все это выходит, выживается с острова, вся промышленность. И вот, пожалуйста, остаются такие вот здания, которые подлежат реставрации, которые продаются здесь, занимают сейчас классные общественные пространства, рестораны. Что стало с Севкабелем? Мне кажется, что только я даже не знаю, кто сейчас не отдыхает на Севкабеле. Просто все уже были на всех этих опен-вечеринках, на террасах. Все мероприятия проходят на крыше теперь в Севкабеле, кайфуют. Жить там, наверное, я бы подумала, потому что тот проект, который там сейчас строится напротив, через дорогу «Легенда Василия Островского», ну, под вопросом, много нюансов, и, наверное, мне кажется, что там только сдавать. Классно приобретать этот проект для сдачи, для жизни. Там трубы ТЭЦ. Вот то, что я говорила, да, вот здесь, например, у нас Адмиралтейские верфи много кому помешали приобрести здесь проект. Ну вот прошло сколько лет, и, пожалуйста, Адмиралтейские верфи уже. И пока трубы ТЭЦ еще у нас не уезжали, такой практики я не знаю, но многие мирятся с этим. Я на фоне ледокола красила. Кажется, что нужно сделать. Посмотрите реставрацию канатного цеха, и стройка тут, конечно, просто полным ходом. Я припарковалась специально, чтобы поснимать. Так. Муж мне пишет: можно, говорит, с вами сфотографироваться? Конечно, можно. Я вам хочу немножечко показать реставрацию и показать, какая сейчас стадия строительства. 27 год, мне кажется, что здесь все быстрее совершится, но стройка идет не просто полным ходом. И то, что сейчас здесь происходит, что мне очень нравится, если еще будут проезды какие-то открытые, допустим, будут закрытые дворы, будут открытые с выходом к набережной. Посмотрите, что здесь происходит. Строят мини-город элитной недвижимости. Мне нравится, что оно все невысокое. Мне нравится, что это как палаццо, но более высокого качества, потому что палаццо как раз из-за этого, из-за качества стройки Сеттл. Ребята, здесь даже выставка проходит в канатном цехе. Продолжу. За качество строительства палаццо они сильно проигрывали. Это все будет убираться. Не бойтесь вот сейчас. Смотрите на перспективу. Здесь очень большой потенциал вот всего этого места и объединения его с той частью, где Севкабель, может, не уберется, но, может быть, сохранят какие-то здания, что было бы тоже неплохо. Но это не останется все в таком виде, потому что мест для стройки, правда, становится уже, совсем немного. Вот здесь сейчас самые минимальные по стоимости квартиры. Я понимаю, да, что вид пока оттуда нужно, конечно, посмотреть сверху, какой там будет вид, и они здесь, прям в самом углу зажаты. Но, наверное, я бы подумала, там во дворы есть неплохие варианты еще. Не обязательно с видом прям в сторону воды, потому что, вид, я бы не сказала, что прям вау, конечно, с высоких этажей, там, где видно Исаакиевский, да, смотреть на ледокол, просто прям в ледокол будет не сильно комфортно. А так, если будет открытый где-то вот вид наверху, мне нравится, что цена сейчас уже выглядит очень неплохо. Вот, смотрите, как объединилось все с палаццо, как объединился канатный цех с палаццо.
Вот стало довольно уютно. Я не скажу, что это класс и это какого-то высокого качества жилье. Ну, да, социальная инфраструктура так себе, обычная. И дом, ну, говорят, плохая шумоизоляция, не очень парадные лифты. И вот это все, конечно, качество стройки не очень. Внешне довольно нормально. Такие самоцветы на Уральской улице от Ленспецму, да, что-то в этом стиле. Такое 10 лет назад было приемлемо. Такое покупали. То, что сейчас потребитель вырос. Это наша с вами работа. Выращивать потребителя. Вау. Сэппл 30 лет. Это самая моя нелюбимая их реклама. Цех. Ребята, ну, смотрите. Ну, сам факт, да, сохранения, сам факт реставрации. Потому что я всегда за то, чтобы уже созданную энергию превратить во что-то современное. Не надо снести и построить на этом месте новое. Это самое простое, что может быть. Вот, ну, проще некуда. Просто снести под ноль и на этом месте что-то новое построить. А с точки зрения самой энергии, которую уже дали какому-то зданию, и потом это сохранить, модернизировать, это дорогого стоит. Друзья, я просто даже не знаю, как это вот объяснить. Это такие моральные ощущения, которые, ну, человек, вот, да, когда все свои потребности, как говорят, да, закрывает, начинает думать уже о развитии, о сохранении мира, о экологии и всем прочем. Вот я тот человек, который думает чуть больше вообще о зданиях, о том, что они несут под собой, о том, что они дают миру, о том, как их утилизировать, все это, как это влияет, какой-то вред приносит окружающей среде, просто даже демонтаж здания, все это все отходы, а просто оставить это и создать из этого что-то другое, это дороже, это сложнее, но это такой вклад вообще в принципе в природу, в мир, в будущее. Ну как это не объяснить, не знаю. Еще поднимемся наверх и посмотрим экспозицию точка зрения. Там что-то интересное. Я здесь первый раз. И пока хочу сказать, вот, мне пока нравится. Аккуратно, без вау каких-то эффектов. Так, сегодня нам еще выше. Смотрите. Так, мне, конечно, интересно, что здесь вообще никого нет. Вообще никого. Все открыто, свободно, свободный вход. А можно посмотреть, да? Открыто? Открыто, да? Можно, да? А вы посетите? Да. Ой, 16 часов, вы очень рано. Хорошо, спасибо. Продолжим тогда сейчас быстро посмотрим и пойдем уже. Чем-то напоминает ГЭС-2 в Москве. Ну, конечно, там в окне, там больше помещений задействовано. Там интереснее сама архитектура, ну, просто это другая, да. И там, конечно, известнейший архитектор работал над ГЭС-2, поэтому там прям вау, можно по самим залам ходить и вот эту архитектуру впитывать. Здесь чуть-чуть попроще, но конструктивизм, он и не вред. Ну, хотя бы, знаете, о конструктивизме можно вообще спорить. Все, конечно, функция, помещение, простота, форма. Любое архитектурное здание, вообще любое здание,
архитектор строит и хочет, чтобы его запомнили. Так, сори, у меня здесь немножечко работа. Может, записываетесь на экскурсию. Можно записаться, значит, сегодня, четверг, пятница с 16. Можно приехать посмотреть. И суббота, воскресенье с 12 часов. Мы поедем смотреть дальше.